Привет, мои дорогие сестры. Девочки, мы гадаем на тему мужчина, но смотрим, если у него секрет от тебя, если у него какая-то тайна, какой-то секрет, про который ты не знаешь и про который он не хочет тебе говорить. Давайте, девочки, посмотрим, есть ли секреты у ваших мужчин. У нас, девочки, два варианта будет. Почему? Потому что мы смотрим одного мужчину, который вам сейчас интересен, и смотрим, есть ли у него секрет от тебя или нету. Для того, чтобы, возможно, надо что-то сделать, не надо, надо что-то узнавать или не надо, давайте посмотрим. Ну что, у нас два варианта, есть секрет или нету. Первая карта. И есть секрет у него или нету. Вторая карта. Выбирайте первая, вторая картишка. И давайте посмотрим, есть ли у него какой-то от тебя секрет. Загадай своего мужчину. Подумай. Представь, что он за тобой вот стоит и смотрит на какую-то карту. И боится, чтобы ты ее не открыла. И вот эту вот карту давай с тобой и откроем. Ну что, смотрим, девочки. Первая карта. Есть ли у него секрет от вас? Да. 16-й старший аркан, девочки. И это довольно-таки важный секрет. Это то, что ты вот прям ни в коем случае не должна узнать. Что за секрет? Двойка костей об каких-то его... Девочки, смотрите, и отшельник, и двойка костей. Это какие-то, скажем так, махинации. Это либо денежные махинации. Возможно, это он, допустим, дал в долг кому-то, чтобы ты это не знала. Понимаешь? Это отшельник в башне. Это прям вообще заперся. Очень сильно боится, чтобы ты не узнала про вот эту двойку костей, про какие-то отношения. И они вот денежного плана идут. Понимаешь? Возможно, или берет у кого-то в долг, или дал кому-то в долг. Тут надо вот этого мужчину своего посмотреть, девочки, именно по денежным каким-то отношениям. Тут вот что-то завязывается. Может быть, он тихонечко там взял кредит, да, или, девочки, еще что-то, вот, ну, всякое может быть, поэтому тут есть что где покопаться именно в деньгах. Возможно, девочки, он имеет какие-то деньги и обманывает вас, что что у него их нету, да? Или наоборот, он может врать, что у него, ой, да я такой богатый, я такой классный, на самом деле у него этих денег нету. То есть тут секреты, связанные с деньгами. Они ему тройка кубков. Луна, он очень сильно не хочет признаваться вам в этом, потому что вы как-то можете изменить свою точку зрения о нем. Вот то, что он вам говорит насчет денег, каких-то перспектив, да, там это, девочки, все с поволокой, все в тумане, все очень странно, скажу я вам. Луна, отшельники, 16-й старший аркан. То есть тут надо очень и очень осторожно смотреть в ту сторону, где, девочки, у него либо лежат деньги, либо их у него там нету, да. Или он, может быть, его стоит уберечь от каких-то таких махинаций, либо это может быть заядлый игрок, да, какой-то. Или, девочки, вот, ну, он что-то думает, связанное с деньгами, что надо от вас утаить, скрыть, и ни в коем случае, чтобы вы об этом не знали. Потому что если вы по этой карте узнаете что-то, девочки, да, если вы что-то узнаете, то вы прям измените все отношение к нему. Рыцарь костей, дьявол, император, шестерка костей. Одни деньги, девочки. Вообще у него такие начинания, они вроде бы они хорошие, да. То есть он как-то думает о себе. Император, девочки, выпал. Ни одна карта не выпала женского
пола, да, то есть ничего не выпало, не связанное с вами, не связанное с другими женщинами. Выпал именно он, мужчина, который вот, и смотрите, и звезды, и солнце, и луна, и дьявол, отшельник, падающая башня, император, вот, все говорит о том, что вот он просто очень сильно думает о себе, о своем благосостоянии, и он что-то там вот, знаете, есть такое слово спекуляция, да. Раньше это какое-то что-то не очень хорошее обозначало, потом это превратилось в что-то хорошее, знаете, вот спекуляция, это такое старое слово. Но он спекулирует чем-то и в отношении вас, и в отношении других людей тоже, чтобы вот как-то, знаете, ну не то, чтобы прям стать богаче, да, а что, или кто-то хочет стать богаче в прямом смысле, а кто-то хочет вот поправить свое материальное положение, да. И вроде бы мысли у него в эту сторону правильные, вот цель, да, не самая плохая. Но то, как он это делает, то, что он от вас это скрывает, это повод задуматься, девочки. Думает о себе. Давайте еще посмотрим, есть ли у него секрет от тебя. Восьмерка мечей. Он будет психовать, если ты это узнаешь. Смотри, восьмерка мечей, восьмерка костей и тройка мечей. То есть, если вдруг ты будешь вот его докапываться, там, доканывать, типа, «А скажи мне, что и все остальное, он, девочки, будет психовать. Это вообще не его история вам что-то рассказывать, да, будет нервничать и переживать, да. Здесь надо вот что-то подключать свою интуицию, такую, знаете, наблюдательность и держать очень сильно и плотно ухо востро или плотно к стенке, да, то есть подслушивать, подглядывать, ничего не говоря, но и чтобы быть незаметной, как будто вы этим не интересуетесь, да, очень серьезно относиться к словам, потому что могут быть оговорочки по Фрейду где-то, да, у него, и если, например, этот мужчина вдруг у вас просит, именно у вас, крупные суммы денег, там вложиться или еще что-нибудь, девочки, не верьте, потому что вот этот мужчина, вот в самом отрицательном своем качестве, да, то есть мужчины, они все, вот как я вам все время говорю, они бывают разных уровней. И получается, один мужчина, он может просто думать, как бы нажиться, но чтобы вы об этом не знали, да, и, может быть, потом он где-то поделится с вами, но это может быть не очень хорошие дела. Либо, девочки, это мужчина, который и вас может тоже использовать для закрытия своих каких-то проблем, решения каких-то своих материальных там задач, там улучшение условий или еще чего-то. То есть вот тут только в одном у него вот это вот затыка идет, да, он скрывает от вас свои дела, связанные с денежками, с приобретением чего-то. Возможно, они хотят ставить вас в известность насчет, например, какого-то наследства. Возможно, вам не хотят говорить там, что, например, квартира, дом куплены там на какое-то другое имя, которое к вам не относится, да, то есть тут надо смотреть именно еще вот в каких вы отношениях с ним, да. Прислушивайтесь, девочки. Тут, так как идут старшие арканы, скорее всего, все-таки идут вам еще и прям знаки какие-то, да, на что вот обратить внимание. Но, в общем, у нас бывают розовые очки, у нас бывает усталость. Мы иногда не хотим уже на что-то серьезное такое обращать внимание и думаем, будь что будет. Нет, девочки, здесь закрывать глаза не надо, потому что так вот эти вот старшие арканы выпали, они к тому, что они, знаете, серьезно могут повлиять и на вашу жизнь тоже. То есть, может, тут и ничего такого особенного страшного, но все-таки ухо держать востро нужно. И если он у вас такой, знаете, любитель и каких-то странных дел, любитель чего-то такого странного, рискового, а тем более, например, еще связано с вашими денежками, с вашими счетами, то я вам явно, вот 100% не советую ни во что такое ввязываться. Мужчина, девочки, смотрите, любящий мужчина – это король кубковый.
по отношению к даме кубковой. И кубковая, вводная, да, это он делится с вами своей энергетикой. И своей... Кто-то, например, делится чисто деньгами с женщиной и считает, что он показывает то, что ее любит, да. Кто-то... Ну, мужчина должен чем-то делиться все время. Или в той или иной степени, например, он может выбирать какую-то золотую середину, которую он может позволить, но в то же время обеспечить вам поток вот этой положительной энергии в вашу сторону. То есть где-то вот подарки, если у него не особо много денег, там цветочки, все остальное принес, да, но но что он еще дарит, да? Где он еще вам что-то такое вот приносит, чтобы, например, вы были такие, знаете, счастливые и гармоничные. Это очень важно. То есть есть еще, например, такие альфонсы, девочки, которые могут вам дарить вот эти цветочки, и они будут маленькие, это по одному цветочку. Вот обратите внимание на мужчин, которые дарят по одному цветку, девочки. Это в основном те, которые хотят вот этих больше плюсиков заработать в свою сторону, чтобы вы ему доверились. То есть нормальные мужчины, я вам серьезно говорю, нормальные мужчины, они разные букетики дарят, да, они тоже могут подарить, например, одну ромашку, одну розу, но это не всегда. У них там меняется, иногда 3, там 5, 100, одна роза и все остальное, но меняется. А вот эти мужчины, у них вот, они это как для галочки делают. И обратите внимание, что вот из-за этих старших арканов, вот что он делает постоянно в вашу сторону, что вы, например, закрыли глаза, либо не обращаете на вот эти вот материальные вопросы. Что он делает постоянно и одно и то же. То есть, знаете, и вот есть такой типаж мужчин, которые постоянно дарят вот один цветочек, один цветочек, один цветочек, один цветочек. Это, девочки, вот серьезно вам говорю. Сколько я, например, и других девочек об этом спрашивала, да, и видела это. И мне девочки дарили. И потом я смотрю, у меня уже прям такое, когда мне дарили один цветочек, я сразу так вот, знаете, смотрю уже с прищуром на мужчину, да, и смотрю, что дальше будет происходить. И потом оказывается, да, вот это вот оно вылазит наружу. Поэтому здесь будьте осторожны в материальных отношениях с этим мужчиной. Будьте осторожны, девочки. Именно вот такие секреты у него есть, денежные. Вот такой вот первый был вариант. Вторая карта, давайте смотреть. Если у него секрет от себя. Ой, девочки, тоже есть. Двойка пентаклей. Мужчина смотрит, как вы на него реагируете. Мужчина иногда, вот знаете, вот ловит ваш взгляд для того, чтобы посмотреть, как к тому или к другому вы относитесь. В основном этот мужчина любитель, так знаете, поврать, но не по-большому. Но то есть, знаете, там что-то знаете, там соврал немножко, но только для того, чтобы как-то вот удерживать себя на плаву. Причем этот мужчина может вот не моргая даже вот где-то врать, и вы будете принимать это за правду, да? То есть надо ли контролировать этого мужчину? Надо, девочки. Он любит подвирать. Рыцарь Пентаклей выпал, вот рыцарь Пентаклей с двойкой Пентаклей, девочки. Ну, блин, любитель подвирать, да. Либо это хвостун, либо, девочки, вот он еще, вот это такие вот мужчины, которые все время смотрят вам в глаза. И вот если вы вдруг на него будете наезжать, он так сразу, знаете, немножко хвостик поджав, глазом не моргнув, где-то будет вам подвирать. Шестерка костей. Верховный жрец. Вообще, нет, он вам очень сильно доверяет, этот мужчина. То есть верховный жрец и верховная жрица. На самом деле, по большим каким-то... По большим темам он не врет. Но то, что он любит вообще подбирать, такая иногда врушка, то это да, есть у него такое. Зато он очень сильно доверяет вам и считает, что вы ему никогда не врете, девочки. Единственное, где-то может у него там проскакивать какие-то его черты характера, как ревность по отношению к вам, да, иногда злоба какая-то, и он может атаковать вас чем-то, типа, и говорить вам, да, вот это ты врушка, это ты там мне там наврала, или где ты была, там, или еще что-нибудь, да, но на самом деле он действительно вам доверяет.
Верховный жрец и верховная жрица, он вам верит, что вы его не обманываете, не обманете, но он считает, что вот это в порядке вещей, например, где-то по мелочи вам соврать. Например, даже если он где-то виделся с друзьями, но для того, чтобы вы где-то не злились и лишних вопросов не задавали, он скажет вам, что ай, там был там где-нибудь в магазин ходил за колбасой, задержался, там встретил какого-нибудь коллегу-сослуживца там или там этого, постояли, поболтали. На самом деле где-нибудь, знаете, пивка дранул. Ну, то есть вот такие вот. И вроде бы не очень принято. Ну, у него это, девочки, принято. Я вам скажу, что очень многие мужчины на самом деле врут. А если вот прям уже так задумывается насчет отношений людей, то вот по факту, да, кто не врет. В принципе, если бы заставить целый мир, каждого человека говорить только одну правду и ничего кроме правды, да, то иногда это очень даже и болезненно. Поэтому по факту, да, всегда такое есть. Ну, кто не врал в этой жизни, да, приходилось где-то выворачиваться и врать и все остальное. Вот правдолюбов, да, правдорубов не особо тоже люди любят, потому что правда иногда кусачая, там, неприятная, да. Правду про себя особенно никто не любит. Вот такие вот дела. Давайте еще посмотрим, есть ли у него секрет от себя. Нет, девочки, у него нету секретов. Королева кубков и шестой старший аркан влюбленная, императрица. Он вам больше верит, чем себе даже. Врушка по мелочи. Вот мужчина, которого вы здесь загадали. Ну, такой вы знаете. Врушка по мелочи. Но этих мелочей может действительно очень много быть, да, и может, если он действительно там соврал, там, и он не выдерживает этот баланс, где можно врать, где нельзя, где нужно, где не нужно, да. Если, например, этого мужчину сильно прижимать, нервировать, доколупываться до него, то он, конечно же, будет очень много врать, да. И все зависит от того, насколько ценны, например, вы для него в тот или иной, кстати, момент, да. И то есть, если его все время щучить, если его все время, знаете, гнобить где-то, пилить и все остальное, этот мужчина создаст вокруг вас, если ему это надо, какой-то такой вот мирок, как бы из лжи, да, сотканный. И, в принципе, и там по мелочи, там по мелочи, там по мелочи. А потом, если вдруг где-то все выявится наружу, вылезет вообще прям, да, это будет сплошное какое-то такое, ну, какая-то неприятность, скажем так, для вас и открытие, да, и вам будет казаться, что он такой вот офигенный лжец, он все соврал, да, но это может случиться только если его вот принуждать быть вот этим лжецом. Где-то он прям с детства врал. Это хвастовство, может быть. Это может быть вот утаивание своих мелких каких-то делишек от вас, да. Но вот по факту он считает, что вы крутая, что он вам доверяет, да. То есть мужчина доверяет вам. Вот реально. И здесь очень какие-то красивые карты любовные выпали вам. Но то, что он такой вот врушка по мелочи, это факт. Но в большом чем-то он, девочки, не врет. Я бы даже сказала, что он все время хочет с вами посоветоваться, да, а что делать, а что не делать и все остальное. То есть, а если вы будете на него, знаете, самое лучшее поведение здесь с этим мужчиной больше такое доверительное, что он может вам доверять, даже если он где-то просчитался, что вы не будете его наказывать плеткой, скажем так, да. И если он увидит, что можно, ну, где-то не врать, он не будет врать. Понимаете? Или можно хитростью у него что-то выведывать, лаской, девочки, мур-мур-мур с этим мужчиной. И этот мужчина, когда он такой расслабленный, он может вам сказануть правду. Но вы тоже не должны повести ухом, не должны моргнуть даже, когда он вам говорит правду, потому что он может смотреть в ваши глаза и смотреть на вашу реакцию, понимаете? И если как только вы показываете злость, нахмурите бровки, надуете губки, да, он испугается, и в следующий раз он будет, чтобы этого избегать, все время где-то, знаете, подбирать.
Вот такие вот у нас сегодня, девочки, выпали мужчины. Все, котики, вот такой вот был небольшой расклад. Кому интересно, девочки, гадание без вариантов, у меня есть канал о главном и случайном, то подписывайтесь. У меня там уже много таких видео интересных есть. Я пытаюсь их делать не обобщенными, так, знаете, под определенные такие разные темы. Приходите, пишите, что вам интересно. Я обязательно для вас сниму такие вот гадания. Все, котики любимые, пока-пока.